Истории инки из Лапландии. Северная тень. Легенда о Сайвариэкке. Часть 3. Смех Сайвариэки расколол Сейд надвое. Трещина разошлась, и между ней появился силуэт. Женская фигура, не принадлежащая ни миру живых, ни миру мертвых. Ее тело было лишено плоти, оно было соткано из живого клубящегося черного дыма, который менял очертания, словно вспоминая забытые формы. Но первое, что увидела инка, была улыбка, слишком широкая и слишком спокойная, будто отрезанная от лица. Улыбка, в которой не было ни тени жизни. Улыбка подземной пустоты. «Ты все-таки пришла, инка, дитя земли и неба!» произнесла Сайвариэка. Ее голос звучал одновременно рядом и глубоко под землей. Затем она рассмеялась. «Какая смелая! Или глупая!» «Я пришла закрыть Сейд навсегда», — твердо сказала инка. «Чтобы ты больше, Сайвариэка, никогда не смогла выйти в этот мир». Сайвариэка протянула к ней свои длинные кривые руки, сотканные из тумана и мрака. Они тянулись медленно, словно само пространство сгибалось, помогая им. Ее лицо исказилось, а улыбка расползлась еще шире, будто пыталась поглотить не только инку, но и все вокруг. По черному льду прошел холодный треск, тонкий, звенящий, как паутина, бегущая по зеркалу ночного озера. «Закрыть сейф? Ты?» — усмехнулась пустота. «Ты даже не знаешь, что скрывается за тенью!» Ее смех стал еще омерзительней. Инка шагнула вперед, и тень шагнула вместе с ней. Они не слились и не исчезли друг в друге. Они встали рядом, как отражение, как дыхание и голос. Между ними больше не было трещины. Тень инки подняла голову, и инка почувствовала, как что-то древнее, забытое, вернулось на свое место. «Это невозможно! Ты должна была отвергнуть свою тень, инка!» Злобно сказала Сайвариэка, и ее голос рассыпался, как дым. Инка ответила ей спокойно. «А я приняла ее». Инка и тень подняли руки одновременно. Сейд загудел. Сайвариэка вновь вытянула свои и без того длинные руки. Из них обрушились дымчатые силуэты, как черный шквал, визжа и разрывая воздух. Тень инки шагнула навстречу и впитывала удары. Каждый раз тьма рассыпалась, теряя форму. Там, где проходила тень, пустота становилась пустой по-настоящему. Река закричала. «Ты не можешь быть целой! Ты не можешь быть целой! Цельность — это твоя погибель!» Ее голос рвался на куски. Инка посмотрела ей прямо в глаза. «Нет, Сайвариэка, цельность — это теперь я, настоящая», — сказала инка. Сейд вздрогнул. Трещина начала медленно сходиться. Сайвариэка взвыла. Ее руки били, рвали, царапали сам воздух. Пустота клокотала, выворачиваясь наружу. «Ты
Ты все равно останешься со мной. Я то, что за гранью. Я в каждом разломе, в каждом забытом имени. Смеялась Рекка. Сейд дрожал. Лед под ногами Инки трескался. Тень шагнула вперед, заслоняя Инку и становясь все больше и больше. «За гранью!» — ответила Инка ее тень одним голосом, и голос этот отозвался в камне. Сайва-река рванулась. Глаза пустоты вспыхнули холодным светом. «Я заберу тебя! Если не сейчас, то потом! Запомни это, Инка!» — кричала Сайва-река. Она метнула в Инку черную мглу. Страх, сомнение и одиночество, слитые воедино. Воздух загудел, и мир на мгновение потемнел. Но Инка была под защитой своей тени. Тень Инки накрыла Сайва-реку, и та закричала. Ее дым рвался, терял форму, таял, как туман под утренним светом. «Нет! Нет! Нет, Инка! Ты не должна быть целой!» Ее смех стал слабым и хриплым. «А я есть!» — ответила Инка. Инка и тень подняли руки, направив всю свою силу. Сейд сомкнулся. Камень стал цельным, и пустота захлопнулась. Сайва-река исчезла. Лед перестал трескаться. Сейд стоял цельный, древний и спокойный, будто никогда и не был расколот. Инка опустила руки, дыхание ее стало ровным. Тень больше не отделялась, она жила в ней. И тогда из-за Сейда вышла рысь. Она ступала тихо, почти неслышно. Ее шерсть переливалась цветами сумерек, серебром, теплым мхом и отблесками северного света. Глаза ее были глубокими и мудрыми. Это была Вельма Тайт, хранительница тайн. Рысь остановилась перед Инкой и посмотрела ей прямо в глаза. «Ты закрыла не только Сейд, ты закрыла разлом в себе», — прозвучал ее голос. Инка склонила голову. «Я боялась», — тихо ответила она, «но приняла свою тень». Рысь мягко коснулась ее плеча кончиком хвоста, и в тот же миг они снова оказались в лесу. Древний Сейд был цел, тени находились на своих местах, и мир помнил свое истинное имя. «Пустота не найдет дороги назад», — сказала Вельма Тайт и исчезла. Инка стояла среди тишины, и тишина больше не пугала ее. Она чувствовала себя цельной. Тень больше не шла следом. Она не лежала под ногами и не пряталась за спиной. Тень стала дыханием, стала памятью, стала ее силой.